В 1994 году сотрудник австралийской службы охраны природы Дэвид Нобл исследовал труднодоступный район национального парка к западу от Сиднея. Во время экспедиции он решил спуститься по веревке в узкий глубокий каньон, который почти не был изучен. Он был настолько недоступным, что на картах обозначался лишь контуром и даже не имел собственного названия. На дне каньона Нобл увидел небольшую рощу деревьев, которых, как считалось, в природе больше не существует. Их кора была темной и бугристой, словно покрытой застывшим шоколадом. Листья тоже выглядели необычно и не были похожи ни на одно известное австралийское растение. Нобл срезал небольшую ветку и передал ее ботаникам Королевского ботанического сада в Сиднее. Когда специалисты закончили анализ, сначала они решили, что произошла ошибка. Оказалось, что дерево относится к роду, который считался вымершим около 2 миллионов лет назад. До этого момента ученые знали его только по окаменелостям мелового и третичного периодов. Считалось, что последние представители исчезли задолго до появления человека. Эти деревья росли на Земле еще во времена динозавров и, как полагали исследователи, исчезли вместе с ними. Но теперь живые деревья стояли на дне каньона всего в 200 километрах от Сиднея. После открытия власти штата Новый Южный Уэльс немедленно засекретили точное местоположение рощи. Координаты удалили из открытых карт и баз данных, а доступ в каньон полностью закрыли. Даже сегодня ученые, которым разрешают попасть к этим деревьям, подписывают соглашение о неразглашении. По некоторым данным, последний участок пути их доставляют без навигационных приборов, чтобы никто не смог определить точные координаты. Во всем каньоне растет меньше 100 взрослых деревьев. Это все, что осталось от вида, который миллионы лет назад был широко распространен по всему южному полушарию. Он пережил смену климата, ледниковые периоды, засухи и бесчисленные лесные пожары только потому, что оказался скрыт на дне глубокого каньона, окруженного отвесными скалами. Позже ученым удалось размножить эти деревья, но место, где сохранилась единственная естественная популяция, до сих пор остается государственной тайной. Официальное объяснение простой власти опасаются, что туристы могут занести опасные грибки или другие инфекции на подошвах обуви. Однако некоторые ботаники считают, что столь жесткие меры выглядят чрезмерными. По их мнению, власти просто не хотят превращать это место в туристическую достопримечательность и рисковать последним убежищем дерева, которое наука почти 2 миллиона лет считала исчезнувшим. Деревья – самые крупные и одни из самых долгоживущих организмов на Земле. Они появились около 400 миллионов лет назад. Задолго до динозавров, млекопитающих и даже первых позвоночных, вышедших на сушу. За это время они пережили несколько массовых вымираний и выработали настолько необычные способы выживания, что некоторые из них до сих пор удивляют ученых. Одни живут тысячи лет. Другие способны убивать все, что оказывается рядом. А некоторые вообще не должны существовать. Но существуют. И каждая такая история показывает, что природа гораздо изобретательнее, чем кажется. Калифорния. Побережье Тихого океана. Национальный парк Редвуд. Вдоль океана здесь почти круглый год держатся густые туманы, благодаря которым растут самые высокие деревья на планете. Вечно зеленые секвойи. Высота отдельных гигантов достигает 115 метров. Это выше статуи Свободы вместе с пьедесталом. Но среди этих исполинов иногда встречаются деревья, которые выглядят так, словно их забыли раскрасить. Их называют призрачными секвойями. Они полностью белый ствол, белые ветви и даже белая хвоя. Причина проста. В их тканях почти нет хлорофилла, зеленого пигмента, без которого невозможен фотосинтез. А значит, дерево не может самостоятельно производить питательные вещества. Казалось бы, такой организм должен погибнуть еще в первые годы жизни. Но этого не происходит. Некоторые призрачные секвойи живут десятилетиями. Долгое время считалось, что все объясняется просто. Белые деревья растут рядом с обычными секвойями, их корневые системы соединяются, и через эти связи они получают сахара и другие органические вещества. По сути, призрачная секвойя существует за счет своего зеленого соседа. Однако в 2016 году исследователи из Калифорнийского университета обнаружили неожиданную особенность.
Анализ тканей показал, что белые секвойи накапливают огромное количество тяжелых металлов — кадмия, меди и никеля. Их концентрация оказалась в 2-3 раза выше, чем у соседних зеленых деревьев. Это привело ученых к новой гипотезе. Возможно, призрачные секвойи вовсе не бесполезные мутанты. Они работают как естественные фильтры, вытягивая из почвы токсичные вещества и накапливая их в своих тканях. Тем самым они снижают нагрузку на дерево, которое их питает. Если эта гипотеза подтвердится, привычная картина полностью изменится. Зеленая секвойя снабжает белую питательными веществами, а та, в свою очередь, очищает почву от опасных соединений. То, что десятилетиями считалось бесполезной мутацией, может оказаться еще одним способом выживания, который природа вырабатывала миллионы лет. На сегодняшний день в лесах Калифорнии известно около 400 призрачных секвой. Их точные координаты не раскрываются. Лесная служба давно заметила закономерность. После того, как информация о редком дереве становится публичной, поток посетителей резко возрастает. Люди вытаптывают почву вокруг корней, ломают ветви и снимают кору на память. В результате дерево постепенно погибает. Теперь перенесемся в место, которое больше напоминает декорации к научно-фантастическому фильму, чем реальный уголок Земли. Остров Сокотра находится в Аравийском море между Сомали и Йеменом. Около 6-7 миллионов лет назад он отделился от африканского континента и с тех пор развивался в полной изоляции. Благодаря этому почти треть местных растений не встречается больше нигде в мире. Но именно одно дерево стало главным символом острова. Это драконово дерево. У него толстый серебристый ствол и густая крона, похожая на перевернутый зонт или гигантский гриб. Ветви растут идеально симметрично, образуя плотный купол. Такая форма помогает собирать редкую дождевую влагу. Капли стекают по стволу прямо к корням, что позволяет дереву выживать в одном из самых засушливых регионов планеты. Однако прославилось оно совсем по другой причине. Если сделать надрез на коре, из него начинает вытекать густая темно-красная жидкость. Со временем она застывает, превращаясь в смолу насыщенного кроваво-красного цвета. Именно поэтому ее называют драконовой кровью. Эту смолу люди использовали на протяжении тысячелетий. В Древнем Риме она служила красителем и лекарством. Средневековые алхимики считали ее одним из важных компонентов своих опытов. Арабские купцы продавали ее по всему Ближнему Востоку и Средиземноморью, а древнегреческие врачи упоминали как средство для лечения ран и остановки кровотечений. Современные исследования показали, что у этих представлений была реальная основа. В смоле обнаружены вещества, обладающие антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Некоторые из этих веществ способны подавлять рост бактерий и ускорять восстановление тканей. Сокотра расположена на пересечении важнейших морских путей между Африкой, Аравийским полуостровом и Индийским океаном, поэтому остров имеет большое стратегическое значение. В последние годы здесь усилилось военное присутствие, а доступ в некоторые районы оказался ограничен. Но еще большую тревогу вызывает изменение климата. Популяция драконовых деревьев постепенно сокращается. Молодые растения появляются все реже, потому что для прорастания семян нужны влажные условия, которые из-за усиливающихся засух становятся все более редкими. Теперь перенесемся в Западную Польшу. Недалеко от города Гриффино находится небольшой участок леса, который уже много десятилетий остается одной из самых странных ботанических загадок Европы. Здесь растет около 400 сосен. Все они имеют одинаковую форму. Сначала ствол поднимается вертикально, затем на высоте примерно 20-30 сантиметров резко изгибается под прямым углом. После этого несколько метров растет почти горизонтально, а затем снова устремляется вверх. Самое необычное, что все деревья изогнуты в одном направлении — на север. Предположительно, сосны были высажены в начале 30-х годов прошлого века. Тогда эта территория принадлежала Германии. После Второй мировой войны она вошла в состав Польши, немецкое население было выселено, и вместе с ним исчезли любые сведения о происхождении этой необычной рощи. За десятилетия появилось несколько объяснений, но ни одно из них так и не стало общепринятым.
Согласно первой версии, молодые сосны специально сгибали, чтобы получить древесину необычной формы для строительства кораблей или изготовления мебели. Подобные методы действительно использовались в Европе. Однако в таких случаях деревья изгибали по-разному, в зависимости от будущего назначения. Здесь же все стволы искривлены практически одинаково. Другая гипотеза связывает это с природными причинами. Возможно, молодые деревья однажды прижал к земле сильный снегопад или ледяной дождь. Позже они снова начали расти вверх, сохранив необычную форму. Но и эта версия вызывает вопросы. Сосны, растущие всего в нескольких десятках метров от рощи и посаженные примерно в то же время, остались совершенно прямыми. Есть и предположение, что причиной могли стать события Второй мировой войны. Район Гриффино оказался в зоне ожесточенных боев, поэтому необычная форма деревьев могла быть связана со строительством укреплений, перемещением тяжелой техники или другими работами, сведения о которых не сохранились. Существует и еще одна, менее распространенная гипотеза. Некоторые местные жители считают, что необычная форма сосен связана с особенностями магнитного поля в этом месте. Научных подтверждений этой версии нет. Однако сторонники этой идеи обращают внимание на любопытную деталь: все деревья изгибаются в одном направлении, точно на север. Если загадку кривого леса не удалось разгадать до сих пор, то следующее открытие оказалось куда более неожиданным. Оно показало, что лес устроен совсем не так, как считалось раньше. В 1997 году канадский эколог Сюзанн Симарт из Университета Британской Колумбии провела эксперимент, который перевернул взгляды ученых на жизнь леса. Она пометила углерод в листьях одной березы радиоактивным изотопом и проследила его путь. Через несколько дней тот же углерод обнаружили в корнях соседней ели, росшей в нескольких метрах. Он попал туда не через воздух и не через воду. Его перенесли тончайшие грибные нити, соединяющие корни деревьев в единую подземную сеть. Этот слой пронизывает весь лес, связывая между собой сотни растений. Дальнейшие исследования показали, что по этой сети передаются не только питательные вещества. Когда одно дерево подвергается нападению насекомых, оно отправляет химический сигнал соседям. Получив предупреждение, они заранее начинают вырабатывать защитные вещества еще до появления вредителей. Симарт обнаружила еще одну закономерность. В каждом лесу есть самые старые и крупные деревья, которые служат главными узлами этой сети. Через них проходят основные потоки питательных веществ. Перед гибелью такие деревья направляют повышенное количество углерода и других ресурсов молодым растениям, повышая их шансы на выживание. Более того, эксперименты показали, что они способны отличать собственное потомство от неродственных деревьев и передавать ему больше ресурсов. Механизм этого процесса до конца не изучен, однако подобные результаты были подтверждены несколькими независимыми исследованиями. Это открытие заставило по-новому взглянуть и на методы ведения лесного хозяйства. Долгое время старые деревья считали бесполезными и вырубали во время санитарных рубок, освобождая место для молодой поросли. Однако оказалось, что именно они поддерживают работу всей подземной сети. Их исчезновение нарушает обмен ресурсами и делает лес менее устойчивым к болезням, вредителям и другим угрозам. Некоторые исследователи идут еще дальше и предполагают, что грибная сеть может обладать свойствами, которые обычно связывают с нервной системой. Несколько независимых групп ученых зафиксировали электрические импульсы, распространяющиеся по мицелию. Их частота, амплитуда и последовательность напоминают сигналы, наблюдаемые в простейших нейронных сетях. Это вовсе не означает, что лес способен мыслить в человеческом понимании, но показывает, что под нашими ногами существует сложная система передачи и обработки информации. Из канадских лесов перенесемся в Африку, где прямо сейчас происходит явление, которому ученые до сих пор не могут дать объяснение. На протяжении последнего десятилетия по всему континенту начали массово погибать баобабы. Это деревья, которые тысячи лет считались практически неуничтожимыми. Баобаб — одно из самых необычных растений на Земле. Диаметр его ствола может превышать 11 метров, а возраст некоторых экземпляров достигает более 2000 лет. Внутри таких гигантов со временем образуются огромные полости. Люди использовали их как жилища, склады
тюрьмы, магазины и даже бары. В Южной Африке внутри одного баобаба долгие годы работал паб, одновременно принимавший около 15 посетителей. Ствол баобаба способен накапливать до 120 тысяч литров воды, позволяя дереву переживать многомесячные засухи. Толстая кора защищает его от сильных пожаров. За свою историю эти деревья выдержали ледниковые периоды, многолетние засухи и масштабную вырубку окружающих лесов. И все же они начали массово умирать. В 2018 году международная группа ученых из Румынии, Южной Африки и Соединенных Штатов опубликовала результаты многолетнего исследования. Они обследовали более 60 крупнейших и самых старых баобабов Африки и выяснили, что с 2005 по 2017 год погибли или начали стремительно разрушаться 9 из 13 древнейших деревьев континента. Некоторым из них было больше 1000 лет. Авторы исследования предположили, что причиной может быть изменение климата, рост среднегодовой температуры и все более продолжительные засухи. Однако они сразу подчеркнули, что пока не располагают достаточными доказательствами. Ведь речь идет о деревьях, которые уже пережили тысячи лет климатических изменений и, казалось бы, должны обладать исключительной устойчивостью к подобным условиям. Некоторые африканские биологи обращают внимание и на другое совпадение. Массовая гибель баобабов началась примерно в то же время, когда в сельском хозяйстве рядом с местами их произрастания стали широко применять новые пестициды. Существует предположение, что эти вещества могли десятилетиями проникать в грунтовые воды, постепенно накапливаясь в корневой системе, пока их концентрация не достигла критического уровня. Другие исследователи считают, что проблема может быть связана с изменением почвенной микрофлоры. Баобабы, как и большинство крупных деревьев, живут в тесном симбиозе с грибами, которые помогают корням получать воду и минеральные вещества. Если это грибное сообщество нарушается из-за химического загрязнения, изменения климата или других факторов, дерево постепенно теряет способность нормально питаться, даже если внешние условия остаются благоприятными. Однако ни одна из этих гипотез не объясняет происходящее полностью. Баобабы погибают в разных странах, в разных климатических условиях и на совершенно разных почвах. Их объединяет только одно — возраст. Исчезают прежде всего самые древние деревья. Складывается впечатление, будто существует предел, после которого даже организм, переживший тысячи лет природных катастроф, внезапно теряет способность сопротивляться. Во многих культурах Африки баобаб считается хранителем памяти предков. Существует поверье, что вместе с падением древнего дерева исчезает часть памяти мира. На первый взгляд это кажется красивой легендой. Но если вспомнить, что каждое такое дерево столетиями формирует экосистему вокруг себя, влияя на состав почвы, грибов, насекомых, птиц и животных, становится ясно, что в этой метафоре есть вполне реальный смысл. Следующая история связана не с необычным деревом, а с организмом, который пережил всю современную историю нашей планеты. В Швеции, на высоте около 900 метров в горном массиве Фулуфьелет, растет небольшая ель, внешне ничем не отличающаяся от тысяч других. Но в 2004 году геолог Лейф Кульман из университета Умео провел радиоуглеродный анализ ее корневой системы. Полученный результат оказался настолько неожиданным, что исследования несколько раз перепроверяли перед публикацией. Возраст корней составил 9550 лет. Это один из древнейших известных живых организмов на Земле. Его история началась еще в конце последнего ледникового периода, когда значительную часть Скандинавии покрывал лед. При этом сам ствол гораздо моложе. Ему всего несколько сотен лет. Секрет долголетия заключается в корневой системе. Когда дерево погибает от мороза, ветра или болезни, корни выпускают новый побег, из которого вырастает очередной ствол. Этот цикл повторяется снова и снова уже почти 10 тысяч лет. По сути, дерево десятки раз умирало и рождалось заново, оставаясь одним и тем же организмом. Ель получила имя Старый Тьико в честь собаки-геолога Лейфа Кульмана. Ее координаты давно опубликованы, однако добраться до дерева непросто. Оно растет в удаленной горной местности, куда не ведут автомобильные дороги. Вокруг установлен лишь небольшой защитный барьер, а постоянной охраны нет.
Организм, переживший эпоху, в которую возникло земледелие, появились первые города и развилась человеческая цивилизация. До сих пор находится на горном склоне, защищенный главным образом своей незаметностью. Именно незаметность, похоже, остается лучшей защитой для самых древних деревьев на Земле. Самая старая одиночная сосна растет высоко в горах Калифорнии. Ее возраст превышает 4800 лет. Но точное местоположение не раскрывается. Такое решение приняли после трагического случая в 60-х годах прошлого века, когда другое дерево такого же возраста было спилено ради научного исследования. Лишь после подсчета годовых колец выяснилось, что сосне было 4862 года. Молодой исследователь, получивший разрешение на спил, не подозревал, что уничтожил старейшее известное дерево на планете. Позже он никогда не возвращался к этой истории и избегал любых публичных комментариев. Сегодня его преемница продолжает расти где-то среди калифорнийских гор. У нее нет указателей, туристических троп и памятных табличек. Ее координаты известны лишь немногим сотрудникам лесной службы США. Старейший одиночный организм на Земле защищен не заборами и не охраной. Его защищает то, что большинство людей даже не знает, где его искать. Каждая история, о которой мы сегодня говорили, по-своему меняет представление о мире растений. А теперь мне интересно узнать ваше мнение. Какая история удивила вас больше всего? Как вы думаете, почему на самом деле погибли древние баобабы? И верите ли вы, что деревья действительно способны обмениваться информацией? Напишите свое мнение в комментариях. Если вам нравятся документальные расследования, основанные на научных исследованиях и реальных фактах, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал.